Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад вас видеть и слышать. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь. Подписывайтесь на Александра Лазарева, подписывайтесь на мой канал и, конечно, ставьте лайк. Не забывайте это сделать. Это очень важно и нужно для того, чтобы YouTube понял, с кем имеет дело. Вот так выражусь. Ну, о том, с кем мы имеем дело и с кем будем иметь дело сейчас, предлагаю с этого начать. Значит, Зеленский меняет кабинет министров. Свириденко голосуют, она новая Юля в правительстве Украины. Уже куча мемов, уже все как бы так это обсуждают. Но по большому счету, о чем это назначение свидетельствует? Во время выступления, там Зеленский выступил, там были вопросы. В общем, Гончаренко, как всегда, словил хайп. Задал вопрос по поводу сроков службы. Говорит Зеленский, нет внутренних врагов в Украине, а служить будут все до тех пор, пока не победят врагов, я так понимаю, внешних, пока Путина не победят. Соответственно, все делают вывод, что понятно, то есть это инициатива о том, что, многие же писали, сделайте срок службы на войне 5 лет, 10 лет, но как бы все люди будут понимать, что если он уходит, то это на 5 лет, на какой-то промежуток времени, а дальше его ждет демобилизация, и он как бы будет видеть этот свет в конце тоннеля, а пока этого света Зеленский не дает. Вместе с этим, говоря о том, что нет внутренних врагов, почему-то сзади Ермака с гостями, это такая вип-ложа парламента, красуется телохранитель. Во время того, когда Зеленский сидит у себя на трибуне за своим местом в парламенте, и этот телохранитель как бы испепеляющим профессиональным взглядом смотрит в зал, который периодически аплодирует Зеленскому, аплодирует на ответы и так далее, и это общение, все это происходит. Так с кем мы имеем дело, Александр? И чего ждать от новой Юли, которую назначили вот так? Знаете, с кем имеем дело, сразу вспоминаю такой английский анекдот про Шерлока Холмса, и марш определенных людей, как он в конце говорит, сэр, вот с кем имеем дело, пропустим эту фразу, не для эфира. Насчет телохранителя реально классно. Сейчас к этому вернемся, но я хочу прям ремарку, вспомним Тараса Григорьевича Шевченко. Причем не стих вспомнил, а вспомнил, что он писал про то, как в солдаты забирают. На 20 лет забирали, или больше, прям наказание было тогда еще в империи, забирали в солдаты. Если человек его забирают, он понимает, что забрали его, это полжизни, для кого-то целая жизнь, с учетом того, что обычный люд жил не сильно долго, то практически ты всю свою жизнь проводишь в походах в каких-то, в окопах. Если выживешь, то слава богу, не выживешь, значит, таки надо. Собственно говоря, они, наверное, окунулись в эту историю, несколько веков обратно отмотали и решили взять на вооружение. Молодцы. А насчет телохранителя, это прям показательная история. Это значит, что очень присутствует внутренний страх, внутренняя боязнь, что в парламенте, есть люди, на которых, понятно, на всех есть папка, уголовные дела, не без этого. По-другому бы парламент сейчас не работал в том режиме, в котором они привыкли. Как кто-то из депутатов говорил, что они наручниками к батарее прикованы. Я считаю, что в принципе так оно и есть. Большинство прикованы, только не наручниками, а уголовными делами. Учитывая, что еще будут увеличивать количество сотрудников СБУ, все понимают, что репрессивный механизм внутри Украины, он разрастается, он становится сильнее. И именно на него опирается власть. Но страх всегда у любого диктатора, у любого узурпатора, то есть у авторитарного правителя всегда присутствует, что может быть какой-то заговор, что могут убить ближние, как Брут убил Цезаря, условно говоря. И в парламенте он находится с телохранителем. То есть он допускает ситуацию, при которой кто-то из парламентариев, хотя туда оружие пронести невозможно, но как минимум рамки стоят, госохрана проверяет при входе в парламент. Причем не одна рамка, несколько стоит. Это еще было до боевых действий. Сейчас, мне кажется, более ужесточенная проверка происходит. Но, тем не менее, человек боится. А если человек боится, то, значит, понимает, что есть за что, и есть кого бояться. Это очень интересный момент. Потому что, как бы они сейчас не сдерживали
тех же депутатов, какие бы они рокировки в правительстве не проводили, там Шмыгаля на Свириденко, Свириденко на Шмыгаля, но на самом деле суть-то разницы не меняется. Шмыгаль, ну понятно, он очень ручной. Как по мне, это человек без каких-либо политических амбиций. То есть классический человек-функция. Вот сколько лет он был премьер-министром, у него не было ни амбиций, ни громких заявлений, он не строил политическую карьеру. Просто, ну, сравните, например, премьер-министр этого Гончарука убираем, это недоразумение было, да, ну, то есть не по рангу занимал кабинет. Юлия Владимировна Тимошенко, ну, там же явно было понятно, когда человек был премьер-министром, что она метит в президенты. Яркая личность, она в конфликты с Ющенко входила. Там такие качели красивые были, что было непонятно иногда, кто там глава государства, она или он. Виктор Федорович, когда был премьер-министром, потом стал президентом, там все были с замашкой, вот серьезной замашкой. Шмыгаль нет. Шмыгаль человек-функция, он выполнял все, что надо, но у него был один минус. Это связи с определенными бизнес-группами, да, с которыми ему приходилось поддерживать общение. Ну, вот, собственно говоря, этот минус сыграл, наверное, против него здесь и сейчас. А Свириденко вообще удобная женщина. То есть она близкая к Ермаку, человек вообще без биографии практически, как по мне. То есть вот вообще без биографии. Это тот пример, когда люди, выращены в НКО, потом попадают во власть, как некая, изначально готовятся как некая прослойка типа гражданского общества, а потом она свободно интегрируется на любые уровни власти. Но это впервые, хотя нет, ну почему я говорю впервые? Сам себе противоречу. Второй раз в истории Украины, второй раз вот такой премьер-министр с НКО, который не имеет бэкграунда. До этого был Гончарук. Ну, сейчас будет Свириденко. Ну, по факту там это понимаем, что управлять все равно всем будет в ручном режиме офис президента Украины. Ну, это 2 плюс 2 – 4. По-другому никак. Они ставят своих людей, они управляют. Но у меня вопрос. Вот я себе задаю этот вопрос, а вот они не хотят вообще украинскому обществу, да, вот посмотреть в глаза и хоть как-то объясниться. Потому что действительно получается, почему Зеленский, значит, уже 7-й год пошел, как находится при власти, хотя по Конституции имеет только право 5 лет находиться при власти, продление полномочий не прописано, и он ссылается на военное положение, хотя и военное положение не продлевает полномочия президента. Ну, там все черным по белому написано, 5 лет и все. То есть, значит, Зеленскому можно, потому что военное положение. А премьер-министру нельзя, то есть его, значит, надо менять. Ну, как-то коней на переправе не меняют или меняют? Или не всех коней меняют, да, кого-то оставляют. Вот интересная ситуация. И заметьте, это даже не удосужились объяснить. Я уже молчу о том, что процедура была нарушена с самого начала, когда Зеленский предложил Свириденко пост премьер-министра, а не парламент большинством предложил президенту на рассмотрение, потом президент внес в парламент. Ну, то есть он просто уже он как царь себя ведет, да, Людовик XIV, Украина – это я, все. То есть он принял решение, вот я хочу предложить, я предложил. Они все равно проголосуют. Вот и все. Так а зачем? Вот смотрите, есть разные трактовки того, что происходит. Значит, причем очень интересно все выглядит. Ну, мы там обсудим с вами эпизоды и с бусификацией, и с убийством на учебке в Черниговской области. Общий фон и общая картина того, что происходит с украинской обороноспособностью, она плачевная. В каком плане? В плане перспективы. Ну, понятное дело, что никто не будет там отрицать. Фронт худо-бедно отползает, но стоит. То есть прорывов таких нет. Нет, собственно, такого краха. Пока нет. Но есть, скажем так, реальные расчеты. Ведь все же любят там математику, там еще что-то. Да? То есть все же понимают, к чему все идет. И вот где-то вот полгода, условно, до конца 25-го, все будет вот еще в таком, как сейчас, продолжаться русле. Но 26-й уже планируется там, ну, действительно катастрофа. В каком плане? Ну, во-первых, там, да, по поводу того, что солдат будут грести на войну больше и больше. Во-вторых, бусифицированных там больше и больше. Добровольцы, умеющие воевать, люди войны, которые стали за эти 3,5 года такими профессионалами, они будут выбывать все больше и чаще.
Соответственно, им на замену приходят бусифицированные, совершенно разные люди со своими мотивами. И где-то вот это полгода, да, это все будет происходить сейчас, да, вот в этот момент. Процент воинов из бусифицированных низок. Соответственно, ситуация на фронте будет ухудшаться. И даже говорят, что вот эти все перестановки и тот факт, что Федорова и Свириденко посадил перед собой Зеленский, еще когда Шмыгаль написал заявление и говорит, у вас есть полгода, давайте вот за полгода на 10% увеличим внутреннее потребление оружия, производство оружия именно отечественного, плюс там какие-то программы там, вот на полгода мы обсудили, как будет страна жить, как это усилить госуправление. Попахивает каким-то договорным сливом. То есть у Зеленского четко отдают себе отчет, что происходит на передовой и куда идет война. Вместо того, чтобы ее завершать, каким-то образом делать какие-то кульбиты дипломатические, договариваться, наоборот, мы будем воевать, мы там будем переносить войну на территорию Российской Федерации. Ермак кружит Келлога и говорит, ребята, то есть... Трамп может закончить войну в этом году. Трамп может, если введет сейчас санкции из ада и прочее, прочее, прочее. То есть стратегия у Зеленского есть. Только в чем она? Трамп может, папа может все что угодно. Только войну выиграть он не может. На самом деле очень такие комедийные ситуации, то, что они начали, обнадежились, да, понадеялись, наделали массу громких заявлений. Это сейчас про Киев говорю, про Зеленского в первую очередь, о том, что сейчас Соединенные Штаты Америки так помогут, что война будет где-то в Подмосковье идти, да, и где-то под Питером, а не на территории Украины. То есть он таких заявлений сделал, что после этого Трамп был вынужден публично заявить, что дальнобойных ракет не будет, и мы не давали согласия на то, чтобы Зеленский наносил удары вглубь России. То есть он даже открестился от этого. Он публично это сказал. Насчет санкций и того, что говорит Ермак, тоже комедия. Трамп дал этих 50 дней. Это очень высокопарно, резко, в его стиле, театрально, красиво, на что Россия вообще никак не отреагировала. Там были реакции, условно говоря, Дмитрия Медведева, да, были реакции там каких-то чиновников. МИД так вскользь сказал, что для нас это ничего не меняет. То есть мы работаем, и дипведомства работают, и контакты как были, так и есть. В России давно научились разграничивать публичные заявления Трампа и непубличные, да, разговоры там с Путиным и приезд Уиткофа и переговоры, которые они ведут. И все прекрасно понимают, что такое 100% этих пошлин он ведет. До этого, значит, Грэм бегал по всему Сенату и 500 просил, да? Трамп заморозил этот процесс и сказал, слушайте, 100%, 500%. Да разницы никакой, собственно, нет, да? Вот математика у человека шикарная. Какая разница? 500% или 100%? Вот. Но я с ним согласен, действительно нет никакой разницы, если учитывать тот факт, что он их вводить не будет. А он их вводить не будет. Он сколько говорил тогда Китаю? 1000% санкций хотел ввести, да? А с Китаем у него товарооборот, дай боже. Они подумали, покрутили у виска и потом поняли, что надо 20% как-то смягчить. С 1000 на 20. Вот. С Российской Федерацией товарооборот у Соединенных Штатов Америки гораздо очень сильно отличается от того товарооборота, который есть у него с Китаем. И причем Россия поставляет в Соединенные Штаты Америки ту продукцию, которую нуждаются США. Там часть редкоземов, да, там урановые там, товары, то есть урановый продукт. В этом всем нуждается Америка. Против России с 2014 года ввели 29 тысяч ограничительных мер. Мне кажется, все, что можно было сделать, они уже сделали, да. Но если речь идет там о теневом флоте, там, да, и пошлины, санкции против стран, которые будут покупать нефть у Российской Федерации, то, поверьте мне, и здесь тоже найдут какой-то обход. Будут смешивать. Это уже неоднократно мы это видели, да? Выплывает российская нефть, потом она смешивается, условно говоря, с какой-то арабской, и это уже не российская нефть, идет на танкере африканской страны. То есть обходы будут.
Обходы будут. И Трамп это прекрасно понимает. Те пошлины, которые он против БРИКС хочет ввести. БРИКС – это 40% мирового ВВП. Самые большие производственные мощности, реальный сектор экономики, это отнюдь там не Европа и не Штаты, это БРИКС. То есть это необходимо понимать. Причем они сами создали предпосылки к этому росту, да, стран БРИКС, когда еще 70-е годы прошлого века начали проводить глобализацию, переносить предприятия в Азию, чтобы подешевле, так сказать, была рабочая сила, чтобы можно было больше заработать. Но там, благо, были грамотные правители и смогли это все организовать. Что это все значит для Украины? Во-первых, непонятно, какое количество вооружений вообще будет передано Украине. Вы же посмотрите на реакцию Европы. Трамп четко сказал, мы, значит, продаем Европе, а Европа передает Украине. То есть Европа будет покупать. Сначала Трамп сказал, что Германия будет. Германия за сердце взяла, сказала, что мы не можем передать системы Patriot, у нас у самих 6 осталось. А вы просите нас передать откуда? Ну, тогда мы вообще голые будем. После этого Франция делает заявление. Макрон, который там Зеленского лобызает, на руках носит. Мы не будем закупать, да? И другие страны присоединяются. Чехия присоединяется, Петр Павел, да, делает заявление. И другие. Ну, то есть, это ж уже показатель. Я думаю, в Киеве должны задуматься. Одно дело, что Трамп там красиво наговорил, а другое дело, кто же тебе это оружие даст. И если даже Трамп 17 этих установок продаст для Европы, то непонятно, какое количество попадет на территорию Украины. А попадет ли вообще? Если попадет, то, может быть, попадет всего лишь 2. Там, да? Хватит ли этих установок для того, чтобы защитить весь периметр Украины? Я думаю, это вопрос риторический. А что касательно того, что уже передали, ну так 10 ракет для Patriot. Общался с военными специалистами, экспертами, да, они мне говорят, что Patriot выстреливает 6 ракет за один раз. Ну, тогда получается, на сколько этих ракет хватит? На 1,5 раза или как? Ну, это необходимо ж учитывать, если ты планируешь там дальше воевать. Зеленский это понимает? Я думаю, он это понимает, да, но он идет ва-банк. Мы перенесем, значит, войну под Москву, там, вглубь России. Он же дает карт-бланш России, ну, это же заявление. Ну, то есть, это то же самое, Александр, что он сделал 21 или 22 февраля 2022 года, когда он сказал, что ядерное оружие будет создавать. Я тогда в каком-то эфире сказал, что ну нельзя так, это просто за голову взялся, что это может быть использовано. Это было использовано. А сейчас он говорит, что вглубь России он будет переносить военные удары. Ну, это, может выступить Владимир Путин и сказать, ну, вы посмотрите, то есть это ж, он угрожает, то есть, соответственно, Россия может применить какие-то другие методы. Понятно, что этого не будет, но я имею в виду, что такая возможность появляется, исходя из его заявлений. Вот. А по факту получается, что он, помимо обещаний о поддержке, обещаний оружия, обещаний, что Трамп даст деньги на оружие, больше ничего не получил. А как тогда в таком случае можно думать о продолжении войны? Если ты печешься о государстве, да? Если ты за государство воюешь, как он об этом говорит, в таком случае, есть же наука войны, да? В таком случае ты понимаешь, что ты выиграть не можешь, а значит необходимо что? Необходимо договариваться. Так вот, договариваться он тоже не хочет, потому что Турция уже больше недели назад мы с вами общались, да, министр иностранных дел Турции сказал, что Россия обратилась, ждем ответа от Украины. Ответа не было. Песков потом еще раз говорит, ждем ответа от Украины. Ответ был. Зеленский сказал, что вглубь России будут перенесены боевые действия. Вот и ответ. Ответ на мир. Нет, Сибига там отвечал вчера, все-таки вынужден был написать заявление в своих соцсетях, что типа мы там тоже привержены, мы там будем. То есть такой какой-то обтекаемый ответ какой-то был. Однако тут же очень возникает странный такой посыл. Зеленский в интервью Newsmax говорит о том, что Путин боится Америки. В общем, не хочет заканчивать войну, потому что там 1 200 000 солдат вернутся в Россию и начнется дестабилизация, назовем это этим словом. Но как-то странно звучат эти заявления от человека, где дестабилизация, она лопухом прикрыта, и уже там люди в метро в Киевском снимают свое общение с, наверное, военными по гражданке, где ТЦКшники переодеваются в гражданку, и уже там местные
как бы пацанята по 15-16 лет днепровские, да, вступают в эти стычки и в драки уличные с ТЦК, чтобы отбить очередного мужика. То есть дестабилизация, она как бы налицо. Но зато есть очень железобетонный аргумент. Смотрите, Келог в Киеве не стреляют по Киеву массированно. А Келога кружат. Слушайте, вчера только там портрет Трампа передал главный раввин через Келога туда, в Белый дом. Сегодня Бабий Яр. Точно так же вот это вот прогулки по Бабьему Яру. Там дроны рассматривает. Я вот это вот пытаюсь сопоставить, а это достаточно сложно. Проанализировать и собрать воедино. Но вот если взять программу, с понедельника приехал в Киев, вот сегодня четверг, он обещал быть неделю. Так и зачем он приехал? Вот в чем миссия так надолго оставаться в Украине и в чем задача? Просто так? Или там то, что нам показывают, как его там кружат условно по ресторанам, ну так в кавычках, по разным объектам, на разные встречи, то детей возвращают, то еще там что-то, то дроны глядит, смотрит, из чего клепают, то там прогуливается по Бабьему Яру. В этом должен быть какой-то интересный подтекст. Иначе зачем тогда дедушку прислали? Ну, мы же понимаем, что в переговорном процессе, да, Келог веса не имеет. То есть изначально его рядили, что он будет переговорщиком между Украиной и Россией, потом стало понятно по реакциям России, что с Келогом разговаривать никто не хочет, не планирует, и прислали Уиткофа, человека, который там на высочайшем уровне ведет переговоры, которого неоднократно президент России принимал, да, и он там по 5-6 часов сидели, они что-то там обсуждали. Понятно что, то есть договоренности между Россией и США, а Келлога постоянно присылают только в Киев. Для того, чтобы он выступил и сказал, как Америка поддерживает Зеленского, как Америка поддерживает Украину, чтобы, не дай бог, никто не заподозрил, что у Америки идут параллельно договоренности высочайшего уровня с Российской Федерацией. Вот в данном случае, мне кажется, что Келлога привезли конкретно под смену правительства. Я почему-то считаю так, да, что Келлог должен проконтролировать, какие полномочия, какой вектор возьмут на себя там новый премьер-министр, да, как Шмыгаль заместит гражданина Соединенных Штатов Америки Умерова вот, на должности министра обороны. Умеров вообще по красоте уехал к семье, вот, и будет себя там хорошо чувствовать. И работу получил официальную, подальше от войны. То есть, ну, прям классно. То есть, У вас устаревшая информация. Сегодня все обсуждают, что это какой-то позор. В чем позор? В том, что якобы, ну, это опять-таки по инсайдам того же Железняка, там всяким другим пабликам, они пишут о том, что США отказали Умерову в праве быть послом. И туда отправляют Стефанишину, там, несмотря на уголовные дела, несмотря на то, что все Министерство юстиции в смартфоне с заставкой, с ее портретом ходит. То есть такая потеря, представляете, для Минюста. Но вроде как она будет теперь уже, по новым данным, этим послом. Безуглая уже троллит Умерова, говорит, слушай, у меня помощником можно быть, давай, переходи ко мне. Ну, то есть, судя по всему, пока по этим данным предварительным Умеров будет, ну, скажем так, у него будет чебуречная при СНБО. То ли заместитель, то ли там еще кто-то, то ли секретарь, ну, не секретарь, но, наверное, в общем, чем-то будет руководить при СНБО, оставаясь в Украине. Ну, я хотел порадоваться за человека, да, что, ну, уедет к семье. Но, увы, значит, не отпускает его родные пенаты. Придется человеку сидеть дальше, вот, на территории Украины. Ну, причину нужно разбираться, да, я только что от вас услышал эту информацию, нужно вникать, чтобы голословные комментарии не делать. Но что касается всех остальных, ну, история действительно четкая, понятная. И Келлог, я думаю, будет консультировать и контролировать эти все процессы. А вот то, что его водят по Бабиному Яру, это вообще очень примечательная вещь, да? Пускай еще после этого по улице Степана Бандеры проведут. Ну, по тем героям, да, которые расстреливали людей в Бабином Яру. Я, кстати, знаете, хочу такую тему поднять. Я буквально перед эфиром читал новости. И честно, Александр, для меня, ну, я
материться в эфирах не могу себе позволить, но мне бы очень хотелось. Но в вашем эфире не буду этого делать. Может быть, отдельное видео запишу. Садовой. Вот что сделал Садовой? Я думаю, вы тоже это видели, да, читали. Значит, он, выкопав останки советских солдат, предложил их обменять на военнопленных, украинских, живых. Останки советских солдат. То есть, вот что происходит там сейчас? Вообще, что с этой областью происходит? Там губернатор на бульдозере сносит храм. Это было в 22-м или в 23-м году. Мэр города выкапывает останки советских солдат и предлагает их поменять на военнопленных ВСУ. Я, честно говоря, у меня слов нет. Это не то, что аморально, да, это какое-то увечье душевное, духовное. То есть, это отсутствие души у человека. Просто отсутствие. Так вот, Келлога надо туда повести, чтобы с этим умником пообщался, чтобы он всю картину увидел, весь спектр, да, разнообразие украинских державных діячів. Вот, наверное, так было бы гораздо вернее, а не показывать ему, какие там молодцы, кто-то дроны делает, и как они память убиенных чтут. Как они память чтут, видно по заявлениям и действиям Садового, мэра Львова. Нет, это, конечно, особенно смотрится эта новость вчерашняя, да, его заявление, на фоне того, что сегодня 1000 тел передали россияне Украине, в обмен получили 19. Ну, то А вот, есть... кстати, знаете еще какой момент интересный? Останки советско-военнопленных поменять на живых украинских солдат, которые в плену в России. То есть это что, признание, что нет военнопленных российских в Украине? Ну, вообще-то военнопленных меняют на военнопленных. Ну, это практика такая, да? Никто останки, еще и советских солдат, которые похоронены были там во время Великой Отечественной войны, либо там после, не меняют на живых. Ну, это просто. Но это он, получается, признает, а значит, с госпропагандой расходится. Ведь у Зеленского там ого-го какой запас обменного фонда. А это значит очередную угрозу для украинцев, которые не согласны с режимом Зеленского и с госпропагандой. Это значит, что много политических может появиться. То есть за посты в Фейсбуке, за лайки, за какие-то разговоры публичные, может быть, за прослушивание песен на русском языке могут начать паковать. Да, это сейчас звучит как-то безумно, да, что могут запаковать, госизмену дать и отправить на фронт. Но недавно мы же слышали, что Швайка или кто там заявил, да, что те, которые поддерживают удары по ТЦК, комментарии, с ними необходимо обращаться как с военнопленными. То есть брать их и отправлять на передок, там рыть окопы, разбирать завалы. То есть вот. Может и так быть. Что вы думаете насчет, ну, скажем так, следующих шагов? Ну, вот Кабмин поменяли, погудели, ну, и начал работать, собственно, новый кабинет министров. Фронт, мы видим, не останавливается. Проблемы идут, и эти 50 дней многие там считывают как возможность Путину довоевать. Ну, имеется в виду выполнить за эти 50 дней какие-то там свои цели. Ну, кто-то говорит, там, взять Запорожье, взять опять Херсон. Любят подтрунивать, посмеиваться, что, мол, за 2 месяца это невозможно по текущей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, абсолютно открыто, официально нам конкретно говорят о том, что планируется наступление на Запорожье, ну, то есть на том направлении. Ситуация с Покровском уже понятна, да, Доброполье, которое там ну, как бы в тылу, да, вот этой группировки, оно уже туда прилетают кабы, тоже есть жертвы, есть, собственно, война дышит уже в ту сторону в том числе. Купянск – такая же история, да, то есть Сумское направление, мы видим, что дроны залетают уже в Сумы, причем не такие какие-то такие большие ударные, как там типа Герани, Шахеды и так далее, а, ну, такие обычные фронтовые, то есть авиация, малое небо, там передовой, дроны, которые на передовой используются. Как вы думаете, насколько все-таки вот это новое правительство и вот этот лаг, да, определенный, когда они там все переставили кровати и будут теперь по-новому спать, насколько это вот совпадение, ну, губительно главному, казалось бы, делу, да, войне?
Мне кажется, никак это не отразится на войне, на обороноспособности, да, на руководстве этими процессами, потому что люди функции, люди технические, они не будут действительно принимать какие-то единоличные самостоятельные решения ни в Министерстве обороны, ни в руководстве другими министерствами, ни в руководстве вообще Кабмином. То есть не будут они принимать никаких решений. Эти решения принимаются советниками и выполняются офисом президента, который делегирует уже конкретные шаги, алгоритмы действий для профильных чиновников. И все на этом. То есть они не имеют там права подумать, оступиться, принять решение, дать вказивку. Это делается на гораздо более высоком уровне. А тем, которые считают, что вот там дал Трамп Путину 50 дней, и он за эти 50 дней ничего не успеет, так а кто сказал, что он планирует именно за эти 50 дней что-то успеть? Вот, ну, это просто люди себе вот придумывают что-то, да, как будто вот сейчас Трамп сказал, Трамп вообще сам может не верить в то, что он сказал. Он вообще пришел домой, включил свое выступление, думает, Мелания говорит, как круто я, да, сказал, весь мир сейчас гудит. Потом переговорят с Владимиром Путиным, скажут, ну, понимаешь, как бы меня ж, так сказать, должность обязывает подобное заявление делать. А вы там делаете, как считаете нужным. За 50 дней не решится конфликт. Вот не решится, война не закончится, задачи ни одной, ни другой стороны не будут выполнены. Причем я сейчас говорю про США и Россию, я про Украину не говорю. У Украины задач нет. С правительством Зеленского, с его управлением задача одна у украинцев – просто выжить. И все, выжить, не более. Вот эти все перемоги, 91-й рік, там, прочее, відстояти державність, да все, нет державности. Вот действительно, ну как, она есть де юре, но де-факто ее нет. Когда чиновник из Америки или из Британии приезжает и рассказывает, что, как надо делать, когда у вас министры имеют паспорта других государств, это не державность. Это колониальная администрация. Как бы это ни звучало, но так оно, увы, есть. А если была бы державность, то никогда бы не допустили той войны, которая сейчас идет. Не допустили бы. Всегда бы пошли договариваться, потому что не в интересах было бы. А если допустили, я как бы знаю и разговоры, какие велись за неделю до боевых действий. Потом узнал, понятно, что когда война начиналась, я об этом не знал. Потом с людьми общался. Мне рассказали, что Зеленскому, Ермаку говорили, что это не шутки, не блеф, это серьезная вещь. И необходимо решать здесь и сейчас. Но у них были другие задачи, поставлены другими людьми. Поэтому державность они тоже не сохранили. Поэтому для Украины, я просто разделяю украинский народ и власть. Это не одно и то же. Это разные субстанции, их необходимо разграничивать. И поэтому для украинского народа самое важное выжить. Для государства Украины, я не знаю, потом народ построит, дай бог, это государство. Сейчас его не существует. Сейчас существует репрессивный аппарат, который выполняет задачу тех или иных финансово-политических групп, и тут даже не внутренних, а внешних. Ну, иногда там может подсобить внутренним группам. И вот эти 50 дней, если кто-то там веселится, вот Россия там не возьмет, Россия... Но нравится это или не нравится? Ну, фронт сдвигается. Уже в Днепропетровской области, да, уже украинские военные это признают и говорят, что в центре обманывают, что необходимо обратить внимание. И то же самое, вот какие задачи у Путина, вот люди там рассуждают. Во-первых, вы этого знать не можете, мы этого знать не можем, какие задачи у Владимира Путина стоят. Одно дело там озвученные публично задачи, другое дело, как он сказал, что у нас нет в планах суммы брать. Ну, это же публично сказал Владимир Путин. Но если придется, то мы можем, да? То же самое с этими буферными зонами. Раньше ж об этом не говорили, а сейчас заговорили, что должна быть буферная зона. Потом посчитали количество областей, которые туда могут войти. Так вот, веселиться там повода нет в Киеве, да, там, особенно в кабинетах чиновников. Если они... Вот, кстати, вот этот пример, да, насчет Умерова, я разберусь еще, но тем не менее, выглядит, с одной стороны, очень красиво. То есть парень решил уехать, бежать не родной, ты еще не доработал. Оставайся. Тебя никто не примет туда, тебя никто не отпускал. То есть здесь сиди. Если ты договорился, условно говоря, с Зеленским, что ты упетлял и будешь там с женой, с детьми где-то во Флориде жить, так это Зеленский не решает, это решает администрация. Так вот ты там не нужен.
будешь здесь. Вот отношения, вот может быть так. И киевским чиновникам не надо сейчас радоваться, что Трамп дал Путину 50 дней. Это ни о чем, вообще ни о чем. Просто интересно. Зеленский и его субъектность. Как ее оценить? Ноль. Вот я считаю ноль. Его субъектность ограничивается тем, не знаю, утром выпить чай или кофе. Вот его субъектность. Возможно, какие-то откаты, которые ему приносят, сколько он может себе оставить. Даже его офшорные счета ему не принадлежат. То есть существует практика в западных офшорных банках, что если будет на то политическая воля такого великого, да, сильного государства, как Соединенные Штаты Америки, то в любой момент любой беглый политик, да, приедет забирать свои деньги, а его попросят подтвердить легальность этих доходов. Но подтвердить, понятно, никто не сможет. Соответственно, денег его лишат. То есть его держат за все возможные рычаги, за которые можно держать. Деньги и жизнь. Я уверен, в окружении Владимира Александровича многие телохранители – это сотрудники МИ-6. И они его не охраняют. То есть они охраняют обстановку, они срисовывают картину. А если, не дай бог, он примет не то решение, либо там выйдет из-под контроля, сначала пойдет в ход компромат, потом отъем средств, а потом, возможно, отъеме жизни. Неоднократно такое происходило и в Панаме, там, в других странах, да, и взрывались руководители в вертолетах. Вот просто взорвался, либо упал. Сначала договорился с американцами, потом поругался, и вот так невзначай, нечаянно упал вертолет с руководителем целого государства. Может такое быть? Конечно, может. Это практика, которая использовалась неоднократно. А в особенности, если ты работаешь с Ми-6. Ми-6 известна тем своими провокациями. Они мастера провокаций, мастера устранять и политические, и военные фигуры, и мастера развязывать конфликты. Вот еще в 2021 году, если не ошибаюсь, когда... Или в 2020-м, когда там перемирие было длительное вот, на Донбассе. И Ми-6 тогда создали провокацию очень, очень серьезную, там переоделись в солдат, не помню, то ли ДНР, то ли ЛНР, и порезали украинских солдат, пришли. Это люди прямо осведомленные мне рассказывали. После этого начались очаги боевых действий, когда там политически пытались урегулировать, а вот Британии не надо урегулировать. И не дай бог Зеленский выйдет из-под контроля, для него не дай бог. Его банально просто могут лишить жизни. Я думаю, он это тоже понимает. Он это понимает. Отсюда и его поведение, нервозность, да, и прочие вещи, которые не хочу в эфире обсуждать. Ну, много есть ситуаций. Отсюда и статьи в «Экономист». Потому что, ну, мы что о чем-то с тобой договаривались, да, там и Мур с тобой договаривался, и с Ермаком, а вы там подписали договора с американцами. А вы вообще каким боком приемный пункт Одесского порта американцам отдаете, если знаете, что это же Британия на это претендует? Британии-то Украина по факту нужна, ну, как выход к Черному морю. То есть им-то Одесса очень сильно нужна. Тут вы с американцами о чем-то договариваетесь, с нами не согласовываете, ну так нельзя. То есть и сразу же показали, у нас есть компромат. Совсем вот, ну, крошечку слили. А поверьте, там есть такие, я думаю, видеозаписи, что если народ увидит, то за голову возьмется. Даже никто не поверит, что это реальность. Ну, Не скажут, буду искусственный направления. интеллект. Ну да. Кстати, скажут. сейчас очень удобная история, да. Все можно на искусственный интеллект списать. Да. Поэтому, с одной стороны, знаете, это как, конечно, оружие, там, искусственный интеллект, с одной стороны, а с другой стороны, все равно как бы повод для оправдания определенного. Да. Значит, очень серьезное обострение по внутренним, скажем так, внутренней атмосфере. Бусифицируют как не в себя. Сегодня там прошло видео, как во Львове человек даже из подъезда не успел выйти с собачкой. Да? Его сразу в подъезде приняли, затащили в бус, и там жена там что-то там, или женщина какая-то выхватывала. Поехали, прям даже двери не закрыв, в общем, отправили. Подписчики тоже пишут истории свои. Значит, вот не будем называть город, в общем... Есть тренер, ну там тренер и друг.
вот этого подписчика. И вот они шли по центральной улице своего города, останавливается бус, человек 15 выскочили, запаковали и отправили в ТЦК. Значит, тренера самого выпустили, потому что он гражданин Грузии, грузин. А парня дали там минуту кому-то позвонить, и потом забрали телефон, и уже спустя там какое-то время, спустя сутки, он внезапно оказался мертвым. В общем, непонятно, что за люди, кого похищают, и что происходит. В Европе, которую вы упоминали, которая не хочет платить за оружие, хочет там свое развивать, ВПК, людям какие-то, такие, порядочные блогеры прошлись по знаковым городам Европейского Союза и показывали видео с бусификацией и спрашивали, а где это? Не сразу все догадались, что это Украина, были варианты Северная Корея, там, или какие-то там, не знаю, латинские страны и так далее, и так далее. Но потом, когда в разговоре там каждый понял, что это Украина, они говорят, что это не демократия, если у вас не хватает людей, то, значит, государство должно что-то думать, не таким же образом. В общем, обычный обыватель, европеец, возмущался. Проблема, наверное, этой итерации, вообще элит, в том, что на обычного гражданина плевать. Будь ты там или просто парень, который идет по улице, просто для количества нужно, скажем так, приволочь, а там обработать человека, он все подпишет и станет резко добровольцем. Или не станет, если там перегнуть палку с уговорами защищать страну, то могут потом и, собственно, в мешке привести и сказать, вот все, так случилось. Эти, скажем так, моменты будут усиливаться в ближайшее время и как вообще влияют на положение дел украинской власти? Ведь все, это какой-то парадокс, все в курсе, но выходят и говорят, помните, как это советское выражение, там, в СССР секса нет, да? А откуда все появились? Тогда, это как бы так юмор, да, это идеологический. Так эта история тоже становится идеологической, какой-то фундамент приобретает. Это, во-первых, это большое человеческое горе с одной стороны, потому что то, что они делают, это, я не знаю, какая-то вселенская ненависть к себе подобным. Да? Вот как Господь завещал любить ближнего своего, так ТЦК, наверное, завещали ненавидеть ближнего своего. Я не могу понять до сих пор, что движет этими людьми, которые работают в ТЦК. Они ж не под стволом автомата стоят. Вот если ты сегодня 5 человек не приведешь, да, в этот... Amway, или как когда-то там в 90-х продавалось, да, или Гербалайф, да, не приведешь, то мы тебя ликвидируем. Такого же нет. Нет такого. Их же под автоматом не держат. А что ними движет? Если ними движут деньги, а мне кажется, наверное, где-то около того, да, что чем больше ты привел своих нетоварищей пойманных, там, условно говоря, со сломанной рукой чуть дешевле стоит, если целиком успел довести, то дороже стоит. Это даже не шутки, друзья, я просто, действительно пытаюсь понять, может, вы тоже потом подскажете, как, что является тем внутренним императивом, чтобы совершать такие преступления по отношению к себе подобным. И вот сегодня Зеленский в парламенте говорит фразу «всередині нас», да, в Україні, ворогів немає. Да? Как-то так он сказал, правильно? А как же немає? Если вот вам на лицо. Спросите вы у того пацана, чья мама, не знаю, умерла, не умерла, да, мы обсуждали на прошлой неделе, которая хваталась за бус. Это враги или это его побратимы, друзья? Я думаю, он однозначно, не колеблясь, даст ответ. У этого парня, которого сегодня в том же Львове пакуют, это враги или это свои? Это разграничение свой-чужой, мне кажется, постепенно начинает смещаться. И смещаться не в пользу власти Зеленского, не в пользу ТЦК, которая действует под указанием. Вы правильно сказали, об этом все знают. Об этом знают и в самых высоких кабинетах. Более того, об этом знают везде. Об этом знают и на Западе. Да? Об этом, это просто невозможно не заметить. Если ты интересуешься жизнью Украины, читаешь новости,
Так, ну, из всех пабликов, даже взять какой-то один, да, не будем там называть какой, да, но вот за день там 80, условно говоря, или 90 новостей, да, из них 10 точно про ТЦК. Точно будет про ТЦК, потому что они день в день совершают эти преступления. Они не останавливаются. И теперь вот просто всем бы задаться вопросом. А те люди, которых они бусифицировали и отправили на фронт, они хотят воевать за такую страну, которая сломала ноги, которая забрала кормильца у семьи, парень, у которого мать умерла или при смерти осталась от сердечного приступа. Он хочет воевать за эту власть и за это государство. Это очень и очень большой вопрос. Ну, Поэтому они доиграются. на полигоне в Черниговской области сегодня, это вчера сообщили, сегодня официально подтвердили, полиция, ВСУ, да, действительно, отрабатывали стрельбы по двойкам, развернул автомат и положил 2 сержантов. Третьего вроде как, ну, не зацепило, хотя там говорили, что 3 расстрелял, вот такой бусифицированный. Вот, и это только начало, Александр, это только начало, потому что та ненависть, которая будет скапливаться внутри насильно мобилизованных мужчин, потому что они же видят, что их забирают, их ломают, их бьют. Если человека побить по дороге, покалечить, ну он уже не будет, это психология. Он не сможет нормально воспринять. Ты ему не объяснишь, зачем ты это сделал. То есть никакими добрыми намерениями это прикрыть невозможно. У него будет уже внутренняя ненависть. А если он еще видит, что всякие там родственнички, там, жены, друзья Зеленского покупают себе Cartier там по $500 000, когда ездят в зарубежные поездки, да, кто-то маме квартиру за 3,5 миллиона в Бурдж-Халифе. И это все публикуется, люди смотрят, читают. Сейчас же, ну, слава богу, помимо марафона существует интернет-издание, существуют возможности доступа к информации. И он понимает, а какого, простите, я должен сейчас в этом окопе под пулями находиться, когда его дети, сыновья не созданы для войны, а тех там жируют, а где Резников, условно говоря, да, министр обороны, да, вот эти вот все ребята. У них же все в порядке. Почему я должен помирать? И вот количество людей уже перешло критической отметки. 8 из 10, которые ненавидят, я уверен в этом, потому что то, как их мобилизуют, это точно не добровольцы. И рано или поздно может произойти ситуация, что эти стволы могут развернуться. Могут развернуться. И могут пойти отстаивать с оружием свое право. Право на Конституцию, да, право на человеческие права, свободы, передвижения и прочего, прочего, прочего. То есть сила действия равна силе противодействия. Мы же прекрасно понимаем, что пружину можно сжимать, но рано или поздно она выстрелит. И выстрелит прямо между глаз тем, которым сжимает. Но у них же план другой. Они это тоже прекрасно понимают, что вот рано или поздно произойдет. Я уверен, Александр, они проводят какие-то социологические исследования, да, корявые. Не то, что публикуют, закрытые социсследования. Корявая по той причине, что выборку, опять-таки, тяжело сделать. У кого-то эти группы прикормлены, с одной стороны, у которых они постоянно берут, которых постоянно опрашивают. Другие боятся сказать, но как-то находят, да, хоть какой-то срез общества они получают. И я уверен, что они видят картину далеко не позитивную в свою сторону, очень не позитивную. Но у них план такой, что нам нужно продержаться определенный период, потому что там сказали, там это в Лондоне в основном, да, там это в Вашингтоне сказали, а дальше мы просто будем бежать. А вот за это время мы себе выстраиваем инфраструктуру побега. То есть перевозим деньги, перевозим семьи, покупаем недвижимость, не знаю, переводим там нал, безнал, как они провозят. Кто-то, возможно, там в КАМАЗах, кто-то в биткоинах, да. Ну, короче, сейчас полегче, чем было там 20 лет назад деньги за границу вводить. В биткоины перевел, да и все, пару флешек провез, условно говоря. Ну, то есть ситуация такая. Они эту инфраструктуру готовят, потому что они понимают, что этот взрыв в обществе будет. А люди, когда наблюдают за тем, что к ним отношение как к скоту, ну никто не может быть доволен. Никто не может этого принять. Только униженный и опущенный человек может принять, что к нему относятся как к скоту. Многие себя таковыми не считают. Ну, а
предприятие Святослава Вакарчука, Перец ФМ, подпольный стендап, какой-то там канал Бигуди, какие-то там Вести, признаны по приказу Министерства культуры предприятиями критической важности во время войны. Да, особенно канал Бигуди, да, и стендап, подпольный стендап. Послушайте, это все в ту же самую копилку. Это в ту же самую копилку. Есть ровные, да, все равны, но есть равнее. Да, вот есть Святослав Вакарчук, который, я не знаю в каком угаре, но эти видео, которые разлетаются по интернету, что с мужиком случилось? Вот когда-то эту группу слушал, там, будучи подростком, да, реально классные песни пел, когда он был музыкой, когда в политику не лез, да, не занимался тем, чем ему не надо было заниматься. Хорошие песни писал, да, вроде на сцене себя вел по-другому, не было этих припадков. А сейчас как будто эпилептик дергается, прыгает, не знаю, угашенный. Я не могу понять, что с ним не так. Хотя могу, кукуха едет, наверное, да, не спеша. Есть же возможности, можно ж не воевать, можно дважды зайти дважды зайти в парламент и дважды кинуть своих избирателей, сказать, все, мне это надоело, да его все в баню. Хотя, когда шел второй раз, он говорил, не, уже такое точно не сделаю. Народу зашло. Так можно еще раз это провернуть. Вот сейчас он собирает концерты. Чисто, если бы я даже проживал в Украине и там до сих пор мне нравились его песни, да, если бы он пел старые свои песни, там, 90-х годов, но я бы не мог морально туда пойти после того, как человек показал свое отношение к своему народу. Дважды кинул, наплевал, в лицо плюнул. Вот сейчас он концерты эти проводит, а его там какие-то компании получают белые билеты, отсрочку от армии. Да я уверен, что знаете, сколько можно оформить туда сотрудников в эти компании? Это ж хороший бизнес. А вы вспомните, сколько скандалов было с Вакарчуком еще до боевых действий, какие концерты он там налоги не платил, где что он в офшоры вывозил. То есть это показатель внутреннего человека. Да ему плевать на все и на всех. А приходить на концерт и слушать человека, который делает то, что некоторые считают божьей росой, да, это себя не уважать. Себя реально не уважать. То же самое ходить сейчас на 95-й квартал и смеяться их шуткам. Не смешно. Вообще не смешно. Когда-то было смешно. А после того, как он пришел к власти и сделал эту шутку былью, да, помните этот велосипед Украина, да, все зломався, носить мне новый. Так это ж пророческий юмор получился. Только сейчас смеяться не хочется. Когда сидит этот лысый из квартала и рассказывает, что его убьют, ему на фронт нельзя, а всем остальным можно, а он здесь полезнее. А в чем он полезней? В чем он полезнее? Не знаю, там жрать водку в 2 горла полезней? Или там его дружки? Они же все непризывные. А как так, мне интересно, да, как ТЦК на улице определяет, что этот годен в штурмовики, а этот не годен? А с тем же Шабуниным. Какой кипиш пацан развел? Просто какой, это же патриотище. Майданы отстоял, да? Он там за Украину неньку был готов душу отдать, все что угодно. А воевать пойдешь? Не, воевать не пойду. То есть все что угодно, но воевать не пойду. Ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Было такое веселое произведение. То же самое, все приму. Он тоже все примет, но желательно где-то на курорте. И этот курорт, пожалуйста, организуйте. Там, может, его в СБУ определять. Штат же расширяется. Почему бы нет? Я думаю, там агент Шабунин и агент, Буткевич, да, они бы парой ходили, там, прессовали бизнес и проверяли. Это они могут. А помирать, воевать должны идти обычные люди, потому что у них покрышки нет такой хорошей, которая есть у этих ребят, которая есть у Славка Вакарчука. И все. Отношения. Деление украинского общества. Не на сорты, не на языковой вопрос, не на русский украинец, да, там, зрадник, не зрадник, ухилянт, не ухилянт. Нет. Есть элитка, и есть все остальные, с которыми можно делать все, что угодно. И пока все остальные это принимают, они будут это делать. Но опять-таки я никого ни к чему не призываю, потому что я не поп-гапон. Сидя за границей, призывать... И есть такие персонажи, которые, украинский народ должен выйти там на протесты. Я их спрашиваю, говорю, вы в своем уме или вы работаете на кого? Вы народ зачем ведете там под уголовные дела, под пули? Вы в своем уме или нет? Я этого не делаю. Просто вопрос в том,
есть еще категория населения, у меня даже есть такие там в соцсетях, комментарии постоянно пишут, как они любят Зеленского и как он все правильно делает. Ну, если вам нравится, ребят, ну, что с вами поделать? Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы этой категории людей, которые не зарабатывают. Тех, которые зарабатывают, я еще понимаю, что ними движет. А этими не понимаю. Им нравится, походу. Ну, есть и такие, наверное. Есть и такие. Да, конечно, самый главный вопрос – это выход из всего сложившегося положения. А выход есть. Два слова об этом. Да, выход есть. Сначала выйдет все правительство Зеленского, да? То есть, и потом появится выход. А потом появится геополитический выход. Это тот же нейтральный статус, неблоковый. Это нормализация взаимоотношений со всеми соседями. Украина, ну то, что случилось, это была огромнейшая ошибка. Я за это получил подозрения в статьях определенного характера за то, что я критиковал геополитический вектор страны. Нельзя строить антигосударство на границах другого большого государства, которое сильнее тебя во много раз. Нельзя. Вот когда к власти придут те политики, которые будут согласованы многими сторонами, да, в том числе и Западом, и Востоком будут согласованы, которые будут соблюдать некий паритет и консенсус, тогда начнется выход. Но для этого, в первую очередь, британское влияние должно уйти с Украины. И агентура британских спецслужб должна тоже выехать. Пока они остаются в Киеве, выхода нет, да, как в той известной песне. Вот выхода реально не будет, пока они в Киеве, пока они в своих кабинетах. Потому что уповать на какие-то международные суды, права, Конституцию, не знаю, там полномочия, да ну все забудьте, не существует. Вот просто стерлось. Вот они пришли к власти как беспредельщики, да, причем это реально так и было. То есть они думали, а почему вот надо действовать так? Почему Порошенко, хотя Порошенко тоже в определенном смысле беспредельщик по отношению к предыдущим президентам. Вот реально беспредельщик. Вы просто вспомните, условно говоря, у Януковича во время Майдана даже, ему мысль не пришла в голову закрыть оппозиционные СМИ. Мысль не пришла. А если бы он это сделал, да, а если бы он надавил больше, все, не было бы Майдана и всей этой истории после. Но он этого не сделал, существовали правила. Этим правилам Порошенко во время выборов. У меня к нему крайне негативное отношение, как к личности и исторической личности, и как к политику, да, крайне негативное. Но он во время выборов не закрыл оппозиционные каналы, хотя он мог узурпировать, мог ужесточить, а Зеленский сделал все. Он пришел и говорит, а что так нельзя? Первые 2 года, а что это они против меня? Все, давайте мы их сейчас всех прикроем. Если победить так не можем, так мы их победим по-другому. Вот нет правил у человека, все. А с тем, у кого нет правил, нельзя играть по правилам. Вот нельзя, потому что он всегда у тебя победит. Оппозиция этого не понимала, мы этого не понимали. Мы это поняли после того, как вынужденно эмигрировали, что с ними по правилам нельзя было. Наверное, надо было как-то по-другому. Так вот, ход истории сломает геополитические игроки и все-таки внутри украинское общество, которое должно созреть. Я думаю, что уже на 80% общество созрело. Война в этом году закончится? Нет, не закончится. Я в этом полностью уверен. Не закончится и будет длиться больше года, может быть 1,5. Зеленский говорит 1,5 года. Он готов еще воевать. Но, к сожалению, она может продолжиться и дальше, в вяло текущем. Вопрос, как в эту войну будут глубоко впрягаться те же самые британцы и в какой момент они будут готовы кинуть Украину, как, например, это планируют сделать в ближайшее время Соединенные Штаты Америки. Передадут Европе, передадут коалиции желающих. Но вот есть серьезные отличия между коалицией желающих и Соединенными Штатами Америки, что у коалиции желающих нет федеральной резервной системы, и что европейская экономика находится в стагнации, в отличие от американской экономики, которая подпитку имеет именно с европейской. Если бы не было этой подпитки, не было экономического каннибализма, которым занялись США, то у них были бы тоже очень серьезные проблемы. Война в Украине закончится, когда начнется война в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Потому что, напоминаю, некий блок AUKUS, который был создан то ли в 19-м, то ли не, в 20-м или 21-м году, вот туда Британия также входит. И Британия будет вынуждена участвовать и в этих вопросах. Вот. И там более перспективно приоритетно. Как только Британия поймет, что не сможет удерживать контроль над Одессой, над Черноморским регионом, а им самое это важное, да, мы не понимаем, я не военный эксперт, то есть я не комментирую, там, какие армии, куда, как двигаются, я в этом не специалист. Я стратегически просто смотрю, если так, то значит вот так, вот чисто логическая цепочка. Если Британия понимает, что Черноморский регион для нее потерян, да, не знаю, там, в смысле там контроля, в смысле выхода, им как минимум могут там с Турцией даже поссориться, да? Ну, такое тоже может быть, да. Доктрину Монтрё никто не отменял до сих пор, а они-то ее хотят обойти посредством там очаковских баз военных и прочего. Тогда я не понимаю, чем они будут заниматься на территории Украины. Ведь давайте логично, BlackRock прекратили собирать деньги. BlackRock имеет плотную связку с теми же Ротшильдами, да, и с другим большим капиталом Британии. Они уже постепенно понимают, ну где-то мы потеряли, где-то мы проиграли тому же Трампу, где-то необходимо отступить. Если пройдет тоже критическая отметка, после которой уже будет просто бессмысленно впрягаться в этот конфликт, они тоже бросят. Все бросят. Запад привык так действовать. Ничего личного, только деньги. Но это же просто слоган Запада. Это примеры капиталистического подхода к жизни. Трамп даже не скрывает. Вот вы посмотрите, как, например, вот у нас вот в славянском мире, да, условно говоря, в славянских странах, как политики прикрывают там какие-то свои экономические интересы. Они же начинают сразу какую-то идею глубокую, глобальную выстраивать. Кстати, в Америке то же самое было, да, типа, что вот это же идея, мы несем там демократию. Плевать уже все хотели. Вы заметите, как риторика поменялась? Все. Мы деньги зарабатываем. Мы в Украине что? Мы будем бабки зарабатывать. Это нравится людям. То есть они начали говорить прямо, они начали говорить открыто, они обнажили свои лица. То есть понятно, что. Поэтому вот когда им это все надоест, когда они поймут, что бессмысленно уже тратить ресурсы, когда чинка-вычинки не будет стоить, все, они бросят. А дальше будут бежать. Такая же история была в Афганистане. Вот реально Зеленский может повторить судьбу президента Афганистана, который просто убегал. И не только Афганистан, во многих странах так было. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.